Была когда-то такая замечательная игра, которая называлась X-Wing. Она была по Звездным войнам, и там вы загадывали маневры для того, чтобы ваши космические корабли бороздили просторы Вселенной и уничтожали друг друга. Но это была в основном турнирная игра, дома ее играть было не так весело, как на турнирах, и еще она так сильно разрослась, что линейку в итоге закрыли, потому что не смогли ее больше поддерживать. Но, с другой стороны, полеты всегда привлекают нас, а если при этом нужно разыгрывать еще маневры и перехитрить вашего оппонента, то это сулит достаточно интересное и веселое времяпрепровождение, в основном 1 на 1. Но сегодня у нас игра будет, которую можно играть даже 2 на 2 или каждый сам за себя вчетвером. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня игра вот с таким вот необычным корейским названием, которое на русский будет переводиться как Dogfight. Хотя не очень русское слово, конечно, я с вами согласен, но тем не менее. Это игра про летчиков-истребителей Первой мировой войны. Каждый из вас возьмет себе под контроль одного из летчиков, получит его самолет и отправится в небо уничтожать своих оппонентов или своего оппонента. Изначально, как я сказал, игра настроена на то, что вы можете играть 1 на 1, тогда у каждой стороны будет по одному самолетику. Но можно также играть 2 на 2, и этот режим мне понравился больше всего. А еще можно играть каждый сам за себя вчетвером, и тогда самолеты будут стоять немножко по другим местам. Цель этой игры — это двигать ваш самолет по определенным правилам, разыгрывая карты различные, и оказаться желательно в хвосте у оппонента, потому что в хвосте вы можете стрелять даже базовой атакой. Но с другой стороны, у вас будет целая пачка карт, которые позволят стрелять еще и из других мест. А также для того, чтобы победить ваших оппонентов, вам нужно будет максимально использовать возможности вашего пилота, возможности вашего самолета. Каждый из них уникальный и асимметричный. При этом каждая колода каждого самолета также уникальна. Она содержит разные карты и тем самым немного отражает исторические специфики и технологические возможности того или иного самолета. Например, всем известный красный Фоккер очень неплохо поворачивал направо, а вот налево испытывал некоторые проблемы при повороте. Итак, давайте разбираться, как играть в Dogfight. В начале игры каждый игрок получит себе вот такую карточку пилота, вот такую карту самолета, и в ней будут специальные способности. Также у каждого будет возможность перевернуть эту карточку на другую сторону и получить немного другие способности, но обратно перевернуть ее уже не получится. Каждый самолет также имеет специфические атаки, но для того, чтобы разыгрывать их, вам понадобятся вот эти шестеренки, а набирать их не так-то просто. У каждого пилота есть возможность набирать шестеренки. То есть, например, наш Манфред, у него специальная способность, которая говорит, что если вы полностью вернулись от выстрела, то есть, в смысле, выкинули успехи на всех ваших кубиках, когда уворачивались, то получите шестереночку. А еще у каждого в колоде будет карта, которая дает эти шестереночки. И еще на игровом поле есть облака. И если вы вошли в облако и начали там свой следующий ход, вы получите себе шестереночки. Это полезный ресурс, который поможет вам одержать верх над оппонентом, если вы правильно все разыграете. Как же выглядят карты? Карты — это вот такие вот картиночки. Плюс, соответственно, у нас есть 3 вида карт. Маневры, уклонения и тактики. Тактики все обычно одни и те же. Они говорят вам о том, что уберите эту карту совсем из игры и получите себе 2 шестереночки. С одной стороны, это, конечно, хорошо, получить 2 шестеренки сразу, и, в принципе, уже можно использовать какие-то будут спецспособности. Но, с другой стороны, каждая карта в вашей колоде — это также ваша жизнь. И если у вас кончились карты, то ваш самолет делает... Итак, маневры. Маневры — это карты, которые позволяют вам передвигаться. В частности, вот это вот маневр говорит вам о том, что может передвинуться на 1 или 2 клетки, и после этого сделать один поворот, если вы хотите. Двигаемся мы следующим образом. У каждого самолетика, вот здесь на его базе, есть стрелочки. Это максимально, куда вы можете лететь. Плюс, обратите внимание, вот здесь указано, куда он может стрелять, в какую сторону. Как вы понимаете, стволы направлены вперед, и поэтому стрелять они могут только вперед. И вот если я разыграю эту карточку, брошу в дискард, я могу подвинуться на 1 или на 2. И, соответственно, двигаться я могу следующим образом. Могу двигаться как сюда, могу двигаться как сюда, могу двигаться как сюда. Имейте в виду, что если вы двигаетесь, соответственно, вправо или влево, вы двигаетесь не вот так, а двигаетесь именно вот так вот уже. А дальше второе движение могу сделать, например, уже вот сюда. И после этого могу довернуться еще на 1, то есть повернуться, например, вот так. Повороты и маневрирование здесь — это основная фишка игры. Потому что если вы плохо встали, то, скорее всего, к вам зайдут хвост, или вы сами просто не сможете нормально стрелять. Также у многих карт есть специальные возможности, что, соответственно, если вы двигались вперед, бросьте кубик, и на 4 плюс получите шестереночку. Вот такой вот этот классный товарищ, который летает вперед, то есть если вы только полетели на 1. Дальше, соответственно, есть специальные уклонения, маневры. Вот это, например, говорит, брось 2 кубика. Если на них выпала четверка хотя бы на одном, то есть, точнее сказать, за каждую четверку вы отмените 1 удар. И, соответственно, их можно использовать как раз когда стреляют в вас. А если еще выпала шестерка, то вы сделаете еще вот такую специальную штуку, специальный маневр. Вот мы летим.
За нами летит красный самолет, он у нас стреляет. Мы бросаем кубик, у нас выпадает шестерочка. И мы делаем так. И оказываемся в хвосте у него и сможем в него стрелять. У нашего красного Фокера есть специальная способность, вернее у его пилота, которая говорит о том, что когда вы постреляли, вы можете бросить кубик, если выпала на нем пятерочка, можете, соответственно, еще раз довернуться. Но для того, чтобы поднять, как это работает, нам нужно разобраться с атаками. Атака у нас есть базовая. И выглядит она следующим образом. Если самолет один у другого находится в хвосте, в радиусе 2 клеточек, это написано даже на памятке, мы можем совершить атаку, постреляв. Мы бросаем 2 кубика. И за каждую пятерку, которую мы выбросили, мы бы попали. Вот, например, выпало бы вот так. И в этот момент мы наносим одно попадание. То есть наш враг должен был бы сбросить одну карту у себя с колоды сюда вот в место для урона, и тем самым снизить и вариативность своей колоды, и получив ранения, которые приведут его к падению. С другой стороны, если бы у него была специальная карта, которая позволяет разыграть, например, вот этот маневр, он бы бросил свои 2 кубика, и за четверочку бы отменил наш, да еще и оказался у нас в хвосте. Вот так работает эта штука. Важный момент в том, что когда вы летите и стреляете в хвост, вы обязаны совершить после этого еще одно движение по инерции. То есть вот этот самолет подвигался бы вот сюда. И после этого он оказывается все равно еще в задней арке чужого самолета. У него стволы направлены на него, и он может совершить еще одну базовую атаку, бросает опять 2 кубика, но на расстоянии 1 он уже попадает с 4, бросает кубики и опять снова не попал. Но после этого он также должен был бы совершить еще один маневр. И вот вы не можете встать на другой самолет, несмотря на то, что фактически как бы самолеты могут летать на разных высотах, и один мог лететь выше него и стрелять ему в хвост сверху немножечко, вот так вот пикировать на него. Вам нужно будет обойти его. И вот здесь классная способность нашего самолетика, которая говорит, что если выбросил пятерочку, то ты можешь еще 2 раза повернуть после этого. Мы поворачиваем раз, 2, оказываемся в хвостовой арке в задней, то есть вот в задних 2 третях, стреляем еще раз, после этого маневрируем сюда, и если нам повезет выбросить еще раз пятерку, можем повернуть еще раз и пострелять еще раз. Это один из вариантов того, что в этой игре можно делать, какие прикольные штуки. Игра, конечно же, рассчитана на то, что вы бросаете кубики хорошо, а плохо не бросаете, но тем не менее маневрирование, особенно в игре 1 на 1, играет очень важную и сильную роль в этой игре. Тем более, что некоторые самолеты летают быстрее, чем другие, некоторые более маневренные, и вам нужно это учитывать для того, чтобы оказываться у вашего оппонента в хвосте. Но не обязательно оказываться у вашего оппонента в хвосте для того, чтобы совершать различные атаки. Например, у каждого самолета практически есть специальные атаки, они указаны вот здесь и стоят шестеренок. И вот с помощью этой способности, например, наш самолет мог бы даже отсюда стрелять в него, несмотря на то, что он находится не в задней арке. Он бы бросал бы 3 кубика, на каждый 4 плюс наносил бы 2 повреждения. И это больно. То есть, если выбросил, например, там 3 четверочки, то тем самым он несет 3 раза по 2 повреждения. Это прям много. Игра вся рассчитана на то, что вы будете стараться маневрировать вашего оппонента, оказаться в нужном месте в нужное время и, конечно же, не повернуться к нему спиной или сделать так, чтобы он не смог залететь к вам в спину. Для этого вам нужно будет понимать, что могут делать ваши самолеты, что могут делать самолеты оппонента. Но по-настоящему эта игра не настолько сложная и комплексная, и я бы сказал, что больше фановая для того, чтобы вы прям сильно все это дело просчитывали и сильно читали колоду оппонента. Конечно, с большим наигрышем вы сможете думать, что ага, вот у него вышли такие-то карты, а у него их всего 2 в колоде, и поэтому он больше не сможет пролететь на дальние расстояния или, например, там довернуться дважды. И поэтому я могу встать вот сюда, и он ничего мне не сделает. С другой стороны, вы можете играть от тактики и просто смотреть, какие карты у вас в руках, для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и расстрелять ваших оппонентов. Как только у них закончится карта в колоде, они проиграют. Но не вся игра построена на рандоме, то есть карты вы немножко контролировать в руке можете. Во-первых, вы можете в свой ход сбрасывать карты, добирать карты и за это получать шестеренки, но доберете вы их меньше, а каждый ход вы должны сделать хотя бы какой-то маневр. А во-вторых, соответственно, у вас есть различные возможности возвращать карты из урона, но для этого вам также понадобятся шестеренки. Игра играется вдвоем достаточно быстро, вчетвером немножко подольше, но как бы если вы хотите себе простую игру про полеты самолетов, где нужно маневрировать, планировать ваши действия и оказаться хитрее оппонента, то это вполне неплохой, очень лайтовый симулятор воздушных сражений, так называемого догфайта. И это все на сегодня, что я вам хотел сказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!